В большой стеклянной башне, среди кабинетов и коридоров, наполненных деловой суетой, директор одной известной компании сидел в своем кресле, уткнувшись в кипу бумаг. День выдался особенно тяжелым. Встречи сменяли друг друга, цифры в отчетах не сходились. А в довершение всего на стол попал контракт, который обещал огромную прибыль. Все выглядело слишком идеально, слишком гладко, и именно это его тревожило. За окном шумел город, а в кабинет тихо вошла уборщица с тряпкой и ведром. С ней была ее маленькая дочь, которую она иногда брала с собой на вечерние смены, чтобы та не оставалась дома одна. Девочка любила эти походы. Можно было посидеть в мягких креслах, посмотреть на большие окна, а иногда даже взять в руки телефон на столе директора, представляя, что она важный начальник. Пока мама вытирала пыль, девочка уселась за массивный стол и в шутку натянула желтые резиновые перчатки. Она внимательно рассматривала лежащие бумаги, словно пыталась разобраться в их смысле. Вдруг раздался резкий звонок телефона. Не раздумывая, ребенок снял трубку. Голос на том конце был настойчивым и грубым. Мужчина торопливо убеждал, что контракт нужно немедленно подписать и отправить копию. Девочка, не понимая сути, начала задавать простые вопросы. А почему так срочно? А что будет, если завтра? А кто вы такой? Сначала собеседник пытался игнорировать ее детскую непосредственность, но потом, теряя терпение, проговорился о вещах, которые не должны были прозвучать вслух. Он упомянул о фиктивных данных и подложных цифрах. Директор, сидевший напротив и слушавший разговор, почувствовал, как холод пробежал по спине. Он взял в руки контракт и стал перечитывать его снова, уже зная, на что обратить внимание. Действительно, формулировки были расплывчатыми, подписи поддельными, а суммы рассчитаны так, чтобы увести деньги в неизвестном направлении. То, что казалось удачей, на деле оказалось ловушкой. Девочка, сама того не понимая, вытянула наружу всю правду. Она отложила трубку и с гордостью посмотрела на директора, думая, что помогла по-взрослому. Мужчина, обычно невозмутимый, сидел с руками у лица и не мог поверить, что его спасла случайность и маленький голос, прозвучавший в нужный момент. На следующий день директор собрал весь коллектив. Он рассказал историю о том, как благодаря внимательности и наивным вопросам ребенка удалось избежать катастрофы. Девочке вручили маленький подарок и памятный диплом за смелость и внимательность. Сотрудники аплодировали, а уборщица не могла сдержать слез. С того дня в компании часто шутили, что лучший аудитор – это честный детский вопрос. А девочка с желтыми перчатками стала маленькой героиней большого офиса, о которой рассказывали всем новым сотрудникам. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.